Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый сетап, микрофончик, чтобы все было красиво, приятно. Я, правда, не подумал, что я сажусь в белой кофте на белый фон. Ну да ладно, потому что тема у нас важная, серьезная и очень интересная. Билли Айлиш выпустила свой второй студийный альбом Happier Than Ever. Это, конечно же, один из самых ожидаемых альбомов этого года, как минимум потому, что у Билли был невероятный старт с ее первой полноформатной работой When We Are Fall Asleep, Where We Go, большая четверка Грэмми, невероятный успех, первые места Билборда, конечно же, это большое давление, и было очень интересно, что Билли покажет на своем втором альбоме, потому что я думаю, многие знают, что есть такая вещь, как проклятие второго альбома для крупных поп-артистов после такого яркого старта, особенно как был, например, у Билли. Второй альбом часто бывает решающим, который показывает, что сможет артист в будущем показать, и есть ли у него вообще потенциал, или же это такой, знаете, певец-певица одного альбома. Собственно, что получилось у Билли, вы узнаете в конце, по моему мнению. А сейчас, как обычно, я хочу пробежаться по каждому треку кратко, сказать свое мнение и перейти в конце к выводам. Билли Айлиш, Happier Than Ever, поехали. И сразу делаю пометку перед тем, как мы начнем, что альбом выходит, собственно, 30 июля. Почему ролик вышел так рано? Потому что я послушал альбом в новозеландском Spotify. Он вышел где-то в обед еще предыдущего дня. То есть у меня было очень много времени, чтобы послушать альбом. Трек номер один Getting Older. Сразу скажу, мне там очень сильно понравилась одна из строчек Things I once enjoyed, just keep me employed now. Сразу, так знаете, круто начала. История о взрослении, будучи в центре внимания в музыкальной индустрии, потому что Билли, собственно, бомбанула еще будучи совсем подростком, несовершеннолетней. Также тут об абьюзе, что с ней что-то вот происходило, когда она уже работала в музыкальной индустрии. Музыкально песня, если честно, ничего не дает, но история, как для Билли, мне кажется, весьма важная, и она тут как бы высказалась и прям с первой песни начала такую тему того, что альбом личный, про какие-то переживания, моменты, с которыми она хочет разобраться, высказать и идти дальше. Как для стартовой композиции сойдет. Трек номер два I Didn't Change My Number мне не понравилось. Во-первых, она ни о чем текстово, музыкально тоже не особо интересно. Самый простой бит, без всякой идеи. Это такой трек-филлер, но, знаете, пускать филлер на альбоме вторым по трек-листу так себе шаг, если честно. А заигрывание Финиаса с вот электротехно, вот чем-то там, что было во второй половине трека, ну, окей, но, если честно, так себе. Трек номер три Billy Bossa Nova. По названию мне казалось, что, знаете, будет что-то такое интересное, очень страстное. Все-таки как бы босса нова это заигрывание с бразильской такой национальной музыкой, очень чувственной, очень яркой, очень такой эмоциональной. И тут этого, конечно же, не хватило, потому что это все-таки Билли Айлиш, у нее нету такого, знаете, надрыва эмоций, она не показывает никогда свою такую реальную сторону, знаете, поэтому я расстроился. Песня в целом ничего, но могла бы быть лучше, если бы она решила, вот знаете, дожать и показать прям вот свою какую-то такую дерзко-романтичную душу, такую вот, знаете, прям Билли, танцующая на улицах Рио-де-Жанейро где-нибудь с парнем, ну, увы. Трек номер 4 My Future, 100 лет треку. Не понимаю, зачем он нужен на альбоме 2021 года. Я считаю, что его нужно было оставить в такой, знаете, droplet era, когда она выпускала парочку песен вот в прошлом году, и их нужно было оставить как таким подогревом, просто напоминанием о себе, потому что трек хороший, мне он нравится, мне он всегда нравился еще с прошлого года, но мы его уже все давно послушали, это раз. В контексте этого альбома, ну, я не уверен, что он прям нужен, но песня хорошая. Трек номер 5 Oxytocin, я думаю, я правильно произношу. Как Билли сказала в интервью об этой песне, что она для стадиона, чтобы люди вот попрыгали, потанцевали, попели. Собственно, другого назначения в этой песне я не вижу. Текстово не особо. Я не очень понял смысл этого трека тоже. Очень у него такой, знаете, прям кислотный продакшн, вот как и называется, как какая-то вот
Вещь странная, вот он прям такой. К нему надо привыкнуть, как я считаю, но в целом трек сойдет. Название странное, но как я понял, что тут это имеется в виду как такой любовный гормон, потому что если считать это как выделение, которое происходит у женщины, когда она кормит ребенка грудью, это странно. Шестой трек "Goldwyn". Очень интересное начало, необычное, очень такое, знаете, церковное, прям госпел-хор поет, и оно так и есть. Это как какая-то, preach, то есть, послание Богу или что-то такое. Я не очень понял смысл трека, почему он тут находится, потому что в нем почти нет текста, там все завязано на каких-то, знаете, звуках, эмоциях, каких-то вот моментиках инструментальных. Такое любит делать Kanye West. Вот у него на альбоме "Donda" будет много таких треков, которые завязаны на конкретном звуке, эмоции, завывании, еще чем то. От Билли это звучит, ну, необычно, если так, легко сказать. Но, по крайней мере, я бы это назвал каким-то интересным экспериментом для нее, потому что я лично такого от Билли Айлиш еще не слышал. Седьмой трек "Lost Cause" — это один из синглов. До сих пор я считаю, что он очень слабый по абсолютно всем параметрам. Текстово, музыкально. Не нравился он мне с момента выхода, до сих пор не нравится. И, если честно, вот с того момента, как он вышел, я к нему ни разу не возвращался до того, как слушать уже альбом целиком. Восьмой трек "Halley's Comet" мне очень понравился. Он интересный, он необычный, он красивый. И знаете, мне тут продюсирование Финиаса напомнило, знаете кого? Джека Антонофа. Вот я себе как-то так в голове представляю звучание того, если Джек Антонов поработает над музыкой с Билли Айлиш. Ну, как-то так, потому что очень так, знаете, деликатно, аккуратно, нежно, довольно красиво. Песня хоть и простая, но прям очаровательная. Мне зашла. Трек номер 9, если его можно назвать треком, "Not My Responsibility". Фанаты его уже явно слышали, потому что его Билли использовала в интерлюдии для своего турне, которое она катала пару лет назад. Там она раздевалась на камеру под вот этот трек, потому что, по сути, там просто речитатив, то есть Билли говорит, проговаривает именно текст под какой-то легкий вообще бит на фоне. Там она говорит о своем теле, о его принятии, о том, что и как люди на него реагируют, какой эффект оно производит, ее использование мешковатой одежды, что теперь она этого делать не обязана, тем более она уже совершеннолетняя. В общем, как трек, это, конечно, странная такая вещь, но как посыл, как такой, знаете, передатчика хейтерам, в принципе, понятно. На десятой композиции "Overhated" снова же тема необоснованного хейта, славы, внимания к каждому действию Билли Айлиш. Тут это, опять же, не совсем песня, потому что это, опять же, такая начитка, подбитка, как я бы сказал. То же самое, что было на "Not My Responsibility". То есть тут прям такой блок таких композиций, но при этом много особо ничего-то не скажешь, потому что эта тема была уже поднята именно в песнях Билли, и на этом альбоме, и до этого. Как бы есть и есть, окей. 11 трек "Everybody Dies", красивая баллада. Тут, конечно, больше цепляет именно текст, потому что инструментал там настолько легкий, что про него даже забываешь, потому что пытаешься вслушиваться в текст, и что Билли пытается передать. Весьма солидная композиция, красивая, но не самая сильная баллада на альбоме, поэтому к концу альбома, если честно, теряется. 12 композиция "Your Power", вполне себе приличная баллада. Я ее хвалил сразу же, как она вышла, и говорил о ней чуть подробнее. Можно это посмотреть в моем ролике, который называется "Кратко". Песня номер 13 — это "NDA". Это финальный сингл, который выходил перед альбомом, ему где-то 2 недели. Рассказывает трек о проблемах славы, о том, что вот это тот самый NDA, это, если кто не знает, договор о неразглашении. Она проводит параллель с тем, что все вокруг должны подписывать его, чтобы с ней общаться. Вот личная жизнь вся такая сложная. Мне не особо нравится продакшн этого трека, поэтому, собственно, и весь трек для меня поэтому не кажется хорош. Плюс он звучит, знаете, как самая обычная песня Билли Айлиш. У нее таких на "When We Fall Asleep, Where Do We Go" было много. Поэтому тут она не производит вообще никакого впечатления. 14 "Therefore I Am". Хорошая песня. Но она мне с этим альбомом вообще не вяжется, потому что, во-первых, песне уже 200 лет. Мы ее уже давно послушали, в "ТикТоке" она завирусилась когда?
летом 2020 года, что ли, или осенью. То есть это было уже вот прям очень давно, уже все давно послушали, забыли, проехали, и тут она хоба на этом альбоме. И, ну, насколько я понимаю, на альбом она этот попала только потому, что это единственный хит номер один, песня, которая возглавила Билборд с этого альбома, потому что все остальное дальше как-то шло по наклонной, и чартового успеха у Билли не было со всеми новыми синглами. Поэтому тут эта песня такая, знаете, для красоты, потому что она мне даже не вяжется особо с альбомом по продакшену, по тексту. Она классная, но зачем она на этом альбоме? 15-я композиция "Happier Than Ever", заглавная с этого альбома. Ну, как бы так сказать, это точно лучшая песня на этом альбоме и, пожалуй, одна из лучших песен в карьере Билли Айлиш на данный момент. Если прям вот по эмоциям моего первого прослушивания, как бы, ребята, отвал жопы. Очень деликатная первая половина трека, красивущая, такая балладная, настоящая. И во второй половине у нас резко начинается прям полноценная такая, знаете, большая рок-баллада с использованием гитар, с использованием ударных. Звучит, как, знаете, немного более тяжелая версия Лорд, потому что местами мне Билли даже голосом напомнила Лорд, когда вот она пытается петь громче, не своим таким традиционным вокалом. Песня просто великолепная, 100% лучше с этого альбома, сразу же пошла ко мне в плейлист, очень-очень понравилась. И 16-й трек альбома "Male Fantasy". Это, собственно, завершающий, финальный трек этого альбома. И я уже много раз это говорил в своих роликах, и тут придется повториться, что я вижу новый тренд закрывать альбомы треками о мужчинах, о женщинах, о размышлениях о гендере, о статусе в обществе. "Boys Will Be Boys" на Future Nostalgia Dua Lipa. "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it" на Norman fucking Rockwell, Lana Del Rey. "This is what made us girls" на Born to Die Ланы. "What Makes a Woman" на альбоме Smile Кэти Перри. "Golden G-String" на альбоме Plastic Hearts Майли Сайрус. Я думаю, еще можно найти много примеров, про которые я просто из головы не вспомню сразу. Тут то же самое. Билли в той же теме рассуждает о доминировании белых гетеромужчин в медиаиндустрии и о том, что вся эта медиаиндустрия построена так, чтобы удовлетворять их потребности. Хорошая тема, исполнена тоже в тему, звучит хорошо, для завершения альбома подходит фактически идеально, я считаю. Ну и что, давайте, наверное, переходить к выводам. Я прослушал альбом на данный момент 2 раза, то есть это еще первые самые впечатления. Что первое и самое главное хочу сказать, альбом получился, немного лучше, чем я ожидал, потому что, если честно, по синглам мне казалось, что это может быть полный провал, потому что, честно, откровенно, синглы слабые. Ну, именно все последние синглы. Я до сих пор не считаю песни, выпущенные в 2020 году, относящимися полноценно к этому альбому. Но если рассматривать альбом прям конкретно, спасает его буквально несколько композиций. Как я уже сказал, "Happier Than Ever" просто невероятный трек, я говорю, из новых, которые мы еще не слышали. "Male Fantasy" хорошая, "Everybody Dies" неплохая, при этом мне не очень понравились новые песни типа "I Didn't Change My Number", "Getting Older", "Oxytocin" тоже так себе. "Goldwyn", ну, такой эксперимент, ну, такой, значит, спорный. То есть альбом прям так, знаете, маневрирует на теме хороших и не очень хороших песен, и тут есть как и великолепные композиции, так и такой проходной средняк, так и, ну, прям не очень хорошие композиции. Из-за этого впечатление смазывается. Плюс альбом не кажется какой-то сильно полноценной работой, потому что тут, знаете, всего по чуть-чуть. Тут тебе и Therefore I Am вроде как такая, знаете, поп-хит, тут тебе ее Power и такие треки, как Goldwyn, Not My Responsibility, Overhated, которые странные, непонятные, то есть это не радиоформат, понятное дело, это такие, значит, треки на поговорить. Поэтому что самое главное, наверное, я бы сказал, справилась ли Билли Айлиш с проклятием второго альбома? Я бы сказал, не до конца, но Билли Айлиш сделала самое главное. Не выпустила настолько плохой альбом, что можно было бы сказать, что у нее нет шансов. Я считаю, что альбомом "Happier Than Ever" Билли Айлиш выиграла себе время, чтобы показать себя еще в дальнейшем. Я надеюсь, в хорошем ключе, потому что у меня к ней двоякое отношение, но девочка, она талантливая. Девочка, боже, это я ее старше на 5 лет, трындец. Тут, естественно, я не скажу, что это прорыв уровня там
Кэти Перри и её второго альбома Teenage Dream, Дуа Липы и её второго альбома Future Nostalgia, он средний. Лучше ли он When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Я не думаю. Есть ли тут великолепные песни? Да, и тут есть песни, которые лучше, чем любая песня из, допустим, прошлого альбома. Happier Than Ever реально, наверное, лучшая песня Билли Айлиш на сегодняшний день. Я помню, что альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go я ставил оценку 8.0 из 10. И пока что альбому Happier Than Ever я ставлю оценку 7.0 из 10. То есть это неплохо, но, к сожалению, прорыва не вышло. Мне кажется, Билли Айлиш не, не до конца поняла, что ей делать дальше со своей карьерой, потому что у нее настолько сильный образ, из которого выйти тяжело. Плюс большое давление фан-базы и, естественно, лейбла, который всем заправляет, потому что Билли Айлиш — это большие деньги. И, пожалуй, скажу самую такую controversial вещь. Мне кажется, Билли Айлиш пора расходиться разными дорогами с Финиасом. Я считаю, что Финиас крутой чувак, он безумно талантливый, но когда его талант концентрируется в одном человеке, именно в Билле, его получается слишком много, потому что Финиас, ну, не очень экспериментальный продюсер, скажем так. То есть он работает в определенном таком клише Билли Айлиш, и все выстроилось в такую вот вещь, что ей будет тяжело развиваться с ним, когда он пишет ей все музыкальные составляющие. Поэтому я считаю, что Билли пора начинать работать с другим продюсерским составом. То есть Финиас может делать композицию, но это там, знаете, 3-4 композиции для альбома, допустим, этого достаточно. Дальше можно как-то пробовать что-то новое с кем-то другим, и это было бы интересно. А тут же мы опять же получаем альбом, полностью сделанный Финиасом. Поэтому какие-то такие у меня пока что вот выводы, немножко сумбурные, только, знаете, такие самые первые, но как-то так. Если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите в комментарии, как вам новый альбом Билли Айлиш. Мне было бы безумно интересно почитать ваше мнение. И спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. У меня на этом, пожалуй, все. Всем спасибо еще раз. Всем пока.